Наверное, нет такого ребенка, который никогда бы не издавал по ночам скрежет зубами, который так пугает каждую заботливую маму. Иногда малыш скрипит зубами в течение нескольких минут, иногда раздаются единичные скрипы. В медицине подобное явление называется бруксизм. Попробуем разобраться, насколько это опасно для здоровья, и каковы основные причины бруксизма. НБСП, НБСП. Очень часто скрип зубами во сне объясняют тем, что у ребенка завелись глисты. И многие родители, услышав, что их ребенок издает характерные звуки, торопятся приобрести аптечные препараты, помогающие бороться с гельминтами. Однако подобные действия, как правило, не приводят к положительному результату, а мнение по поводу паразитов – обычное заблуждение. Так же как и стоматит на языке, как иногда говорят, не вызывает скрипа по ночам. Если уж вы заподозрили у ребенка наличие кишечных паразитов, то будет правильно сдать анализы и подождать назначения врача, ведь бесконтрольный прием противоглистных препаратов не слишком полезен для организма, подобные средства оказывают токсическое воздействие на весь организм. К тому же, в подавляющем большинстве случаев дети скрипят зубами во сне совершенно по другим причинам. НБСП, если ребенок скрипит зубами во сне, то игнорировать этот факт не следует. Бруксизм может нанести непоправимый ущерб здоровью детских зубов. В первую очередь, нужно выяснять причины, которые привели к подобной проблеме. Это может быть стрессовая ситуация, неправильный прикус, патология зубочелюстной системы, аденоиды или режущиеся зубки. НБСП. Детская психика отличается хрупкостью, и состояние стресса у ребенка иногда возникает по таким причинам, которые многим взрослым кажутся совершенно не заслуживающими внимания. Малыши могут серьезно переживать из-за каких-то неурядиц в школе или детском садике, из-за переезда на новое место, из-за рождения в семье нового ребенка и так далее. Иногда даже положительные эмоции могут способствовать излишнему перевозбуждению и привести к возникновению стрессового состояния. Большинство психологов, именно по этой причине, советуют дозировать впечатления ребенка и не перегружать его нежную психику. НБСП. Одной из наиболее частых причин, почему ребенок скрипит зубами во сне, являются различные нарушения сна. Некоторые специалисты относят ночные скрипы к тому же ряду явлений, что и разговоры во сне или сомнамбулизм. Если скрипение о сне сопровождается ночными кошмарами, наблюдаются трудности с засыпанием, либо частые пробуждения посреди ночи, то стоит уделить особое внимание эмоциональному состоянию ребенка, а при необходимости проконсультироваться с детским невропатологом. НБСП. Очень часто бруксизм вызван увеличенными аденоидами. Примерно в 80% это заболевание сопровождается ночным скрипением зубами. НБСП. Не исключают специалисты и наследственного фактора. Иногда подобная вредная привычка просто передается по наследству. Причем, в большинстве случаев, такое наследство получают множики. Если вы заметили, что ваш малыш скрипит зубами во сне, поинтересуйтесь у собственных родителей, не страдали ли вы сами в детстве от бруксизма. НБСП. Иногда бруксизм наблюдается даже у грудных детей. Это явление может быть вызвано как неправильным строением зубочелюстной системы, так и тем, что малышу мешают прорезывающиеся зубки. Десны чешутся и зудят, и ребенок непроизвольно стискивает зубки и почесывает десна, издавая при этом скрежещущие звуки. Если вы услышали, что малыш скрипит зубами во сне, то в первую очередь проверьте, нет ли набухания десен. В этом случае можно воспользоваться специальным детским гелем, снимающим болевые ощущения, а в течение дня давать ребенку погрызть специальный прорезыватель. НБСП. Нередко ребенок скрипит зубами в ночное время в связи с наличием каких-либо врожденных нарушений строения челюстного аппарата или с развитием неправильного прикуса. Для того, чтобы точно установить диагноз, необходимо получить консультацию у детского ортодонта, и если будут выявлены проблемы с прикусом, врач поможет подобрать меры, помогающие скорректировать проблему. В противном случае,
могут развиться различные патологии, к которым относятся раннее стирание зубной эмали, дентина, что приводит к повышению риска развития кариеса и повышенной чувствительности зубов, хроническая или острая форма воспаления пародонтальных тканей, неправильный рост зубов. В современной стоматологии разработаны методы, позволяющие устранить практически любые нарушения прикуса. Причем, чем раньше будет начато правильное лечение, тем быстрее вы добьетесь успеха. Амперсанд НБСП. В первую очередь, родители должны знать, что периодическое скрипение зубами встречается практически у всех малышей, причем, не только в ночное время можно услышать характерные звуки, но и даже и днем. Если это явление носит периодический характер и скрип продолжается не более 20 секунд, то можно не обращать на него внимания. При частом и интенсивном скрипении зубами необходимо обращаться к специалистам. Почему ребенок ночью скрипит зубами, помогут разобраться стоматолог и невропатолог. Но даже если причиной бруксизма кроется в нестабильном эмоциональном состоянии малыша, помощь стоматолога все равно необходима. Врач поможет предупредить стирание зубов, которое может быть спровоцировано чрезмерным трением во время ночного скрипа. При необходимости, для малыша изготовит индивидуальные капы, либо порекомендует использование специальных защитных накладок, предназначенных для защиты зубов от травмирования. Нередко при бруксизме помогает усиленная витаминно-минеральная терапия, так как нехватка витаминов группы В, кальция или магния может провоцировать патологическую судорожность челюстных мышц во время сна. Если бруксизм вызван нехваткой витаминов, то правильно подобранный комплекс препаратов помогает полностью устранить это явление. Амперсанд НБСП. Как уже говорилось выше, если ребенок скрипит зубами по ночам, то это может быть следствием нарушения нормального функционирования нервной системы, эмоционального напряжения, пребывания в стрессовой ситуации и так далее. Обратите внимание на то, в какой психологической обстановке пребывает ваш ребенок. Расспросите его о том, как он проводит время в детском саду или в школе, поговорите с воспитателями и учителями. Особое внимание следует уделять на создание психологического комфорта в вечернее время. Постарайтесь не наказывать ребенка и не ругать его перед сном, исключите вечерние просмотры телепередачи и компьютерной игры. Можно вместе с малышом послушать тихую спокойную музыку, погулять перед сном, почитать ему хорошую книжку или просто пообщаться. Постарайтесь организовать правильный распорядок дня, обеспечить достаточное пребывание на свежем воздухе, разумную физическую нагрузку. Педиатры советуют укладывать спать ребенка на час раньше, если замечено, что он скрипит зубами во сне, так как нередко это явление связано с чрезмерной усталостью. И не забывайте о том, насколько необходимо ребенку ваше внимание и душевное тепло. Обязательно поговорите с ним перед сном. Доверительный разговор с родителями поможет ему избавиться от страхов, эмоционального дискомфорта, крепче уснуть и спать спокойно до утра, не просыпаясь и не издавая во сне скрипящих звуков.